Здравствуйте, уважаемые любители английского футбола. Как вы помните, в прошлом туре Арсенал и Ливерпуль потеряли очки. Оба клуба продолжили свою негативную традицию. Канониры второй тур в текущем розыгрыше уступили Эвертону 0-1 и прервали серию из 4 матчей без поражений. На своем поле команда Артеты не выигрывает 5 последних матчей. А вот ребята итальянца Карло Анчелотти 4 тура идут без поражений. Ливерпуль поделил очки с Ньюкаслом 1-1. А как же было в первом круге? Также ничья, но без голов 0-0. В дебюте игры Салах открывает счет, на счету египтянина становится 20 мячей. На 92-й минуте Уилокс сравнивает счет, но его гол отменяют. Но 21-летний полузащитник не сдался и забил спасительный мяч через 3 минуты. У него 3 гола в 3 играх. В итоге оба клуба не уступают по 4 игры. Вест Хэм в дерби проигрывает Челси 0-1 и теряет 4-ю строчку в таблице. Напомню, в прошлом сезоне молотобойцы дважды обыграли синего соперника, который в текущем розыгрыше взял полноценный реванш. После двухмесячного молчания забивает Тимо Вернер. Напомню, когда он уходил из Лейпцига, немец имел 28 голов, а за новый клуб он заколотил только 6. Челси после поражения от Порту не уступает с тех пор 3 игры. Шеффилд Юнайтед, который потерял шансы на спасение, начал побеждать. Отметим, что Брайтон имел возможность спасти матч, но и гол был отменен в ВАР. Эх, сколько же мячей не засчитали после введения этой системы. Последний раз клинки побеждали 7 туров назад, Астон Виллу 1,5 месяца назад. Бернли, сплошную проигравший 3 последних матча, разгромил Вулверхэмптон 4-0. Новозеландец Крис Вуд оформил хит-трик и отдал результативную передачу. На его счету 10 мячей. Последний раз он забивал более 1 мяча за одну игру 1,5 года тому назад. 21-летний полузащитник Макнил отдал в этой игре 2 передачи. Лидс в первом круге проиграл МЮ 2-6. Перед повторной игрой клубы имели позитивные серии, которые решили не прерывать 0-0. Что мы имеем в итоге? Манчестер Юнайтед не уступает никому 6 игр во всех турнирах, у Лидса такая же ситуация. Однако в этих 6 встречах были матчи с Челси, Манчестером Сити, который удалось победить, с Ливерпулем и МЮ. Новичок не проиграл всему английскому бомонду. Вест Бромвич после крупного поражения в первом круге намерен был взять реванш у Астон Виллы. Дроздам это почти удалось. Один из голов на счету лучшего форварда команды бразильца Матеуса Перейры, который имеет 10 мячей в АПЛ. К сожалению, никаких серий у команд сейчас не наблюдается. Лестер и Кристал Пэлас сыграют 26 апреля в 22:00. Здесь нет игр Манчестера Сити и Тоттенхэма. Дело в том, что эти клубы одержали свои победы в 33-м туре еще в марте. Расписание. 30 апреля стартует 34-й тур. Саутгемптон-Лестер. 1 мая 4 игры. Кристал Пэлас, Манчестер Сити, Брайтон, Лидс, Челси, Фулхэм, Эвертон, Астон Вилла. Вторая часть тура начнется в воскресенье. Ньюкасл, Арсенал, МЮ, Ливерпуль, Тоттенхэм, Шеффилд Юнайтед. В понедельник Вест Бромвич примет Вулверхэмптон, а Бернли Вест Хэм. В списке лучших бомбардиров и ассистентов произошло одно изменение. Кейн имеет 21 мяч, у Салаха на одно меньше, Фернандеш забил 16. Сон 15. Победителя прошлого сезона Варди нет даже в первой шестерке. У лучших ассистентов 6 туров нет никаких сдвигов. У Кейна 13 передач, у Де Брюйна и Фернандеша по 11, у Грилиша 10. Турнирная таблица. За 5 туров до конца Манчестер Сити имеет перевес над Манчестером Юнайтед в 10 очков. Отмечу, что горожане имеют лучшую оборону 24 пропущенных мяча и лучшую атаку 69 забитых мячей. Лестер 3, ниже Челси и Вест Хэм. Ливерпуль набрал 54, Тоттенхэм имеет 53, на 1 очко меньше у Эвертона. Так как Лестер и Челси встретятся в финале Кубка Англии, то место в Лиге Европы отойдет 5-й команде таблицы. На данный момент это Вест Хэм. В этот же турнир попадает и 6-я команда, а вот в Лигу конференции отправится обладатель Кубка Английской лиги. Напомню, в финале встретятся Тоттенхэм и Манчестер Сити. Арсенал и Лидс базируются в центре таблицы 46 очков. Клубы, начиная с 14-го Бернли, в Еврокубки попасть уже не смогут. 17-й Брайтон имеет запас прочности в 7 очков, но клуб не побеждает 4 тура. Шеффилд лишился места на следующий сезон. Клуб увидим во второй лиге Чемпионшип. Места на следующий сезон в высшей лиге английского футбола гарантировали 2 команды Норвич и Уотфорд. Смотрите, как менялась форма сборной Англии по футболу. Услышимся на спортивном.